Всем привет! Предлагаю сегодня вместе со мной проверить, какие пляжи в Греции во время шторма. И в принципе, купается кто-то или это все миф? Пойдемте проверять. Какой сегодня солнечный день в Афинах. Людей пока мало на улице, но мы с вами идем в хорошем настроении, даже сказала в прекрасном настроении. С вами идем на пляж. Давайте проверять, какие волны. Именно в этом районе очень много таких лимонных деревьев. Ну что, идем дальше по направлению к пляжу. А эта аллея, видно, усыпана уже мандариновыми деревьями. И там дальше есть, кстати, дерево, если не ошибаюсь, там бананы. Посмотрите, какая пальма в виде ананаса интересная. Но сегодня достаточно ветрено. Думаю, все-таки есть волны на пляже. А вот эта вот аллея из таких, видите, каких-то странных сухих деревьев, я все время забываю посмотреть в интернете, что это за вид такой. Если знаете, пожалуйста, напишите, мне интересно. Ого, какой сегодня шторм! Ну только посмотрите на эти волны. И сегодня сильно прям ветрено. Вот я сейчас здесь стою, камера не передает, но здесь невероятный бриз за счет сильного ветра. И ветер такой довольно-таки холодный. Я вся уже мокрая стою. Обалдеть! Вот сколько мы здесь живем, я первый раз такое встречаю. Вот такие вот волны. Обалдеть! Тут, наверное, можно даже на серфинге кататься. А вот и первый фотограф пришел. Да, за счет ветра, я надеюсь, эту камеру у него не смоет. Но я думаю, очень красивыми должны быть и фото, и видео, потому что погода такая нетипичная для этого региона и для этого пляжа. Так что это действительно стоит запечатлеть. Видите, ну я говорю, что даже для местных такая погода нетипичная, необычная. Даже они пришли поснимать эти волны. Да, вы знаете, уже так довольно-таки прохладно становится. И как бы далеко мы не стояли от края, но все равно эти брызги, они долетают. Обалдеть! Посмотрите, сколько много пены. А там вдали, видите, остров уже. Так, ну вот и дошли мы с вами уже к самому пляжу. Как видим, некоторые люди пока не купаются, но уже переодеваются. Думаю, готовятся к заплыву. А видите, сколько много мусора разного вынесло на берег. Ну, вообще логично, да. Сейчас волны, наверное, метра по 2, я думаю. О, вот смотрите, первый человек идет купаться. Первый смельчак нашелся. Но я думаю, он далеко не будет заплывать, все-таки опасно. Посмотрим, сколько он продержится. И вода сейчас мутная, и ничего не видно в ней. Но, надеюсь, все в порядке будет. А эта женщина, наверное, сейчас только с поезда приехала. Стоит, думает, не-не-не, сегодня купаться не буду. Зря приехала в Афины. Вот люди молодцы, несмотря на непогоду. Ну а что еще делать, да, если в море не покупаешься, они играют в падл. Это уже лучше, чем просто лежать на пляже. Так хоть какая-то активность. Молодцы. Боже мой, бедный флаг. Мне кажется, его еще чуть-чуть, и он точно оторвется оттуда. О, посмотрите. Вот видели, какое, да, дерево высокое? И его полностью накрыла волна. Вот представляете, какая сила сейчас волн и ветра? Вы заметили, сколько птичек? Мне просто интересно. Они, наверное, греются, просто сидят. Посмотрите. Их здесь часто подкармливают.
Так, ну и я не исключение. Я тоже очень люблю подкармливать животных. Кто-то говорит, нельзя кормить птичек хлебом свежим, кто-то говорит, можно, кто-то говорит, надо давать сухой хлеб. В общем, наверное, сколько людей, столько и мнений. Я всегда даю вот птичкам подсушенный хлеб, не свежий, а такой слегка подсушенный. Думаю, они не обидятся на меня. Да, много так мусора и водорослей вынесла. Но цвет воды красивый. Ну, в принципе, босиком прогуляться вдоль пляжа можно, но купаться я бы не рискнула. Кстати, на всех пляжах в Афинах есть такие вот души. Очень хорошо, когда можете выйти из моря и сразу можете обмыться. И неважно, это будет лето, зима, осень, весна. Небо сегодня такое пасмурное. Я думаю, будет дождь сильный. Но передавали, циклон как раз надвигается на Грецию. В межсезонье всегда такая вот погода. И вы никак не угадаете, даже если заранее будете готовиться к поездке, потому что день может быть очень жарко, что ходите просто в футболках, а неделю могут быть дожди и ветер. Видите, все, которые были платные шезлонги, они явно теперь бесплатные, просто пустуют. Так что выбираем любой и садимся, будем наслаждаться сейчас этими волнами и морским бризом. Какой сегодня все-таки сильный ветер на пляже. Да, не зря мы подготовились и одели ветровку. Посмотрите, докуда вода заливает. Вот знаете, если бы не такой сильный ветер, можно было бы подумать, что сейчас лето, потому что, правда, тепло на солнышке. А теперь давайте с вами насладимся и таким бушующим морем. Гулять по набережной в такое время практически невозможно. Видите, ее затапливает, и это опасно. Ну а теперь идем дальше. Предлагаю вместе со мной прогуляться в порт. Давайте посмотрим, что там за обстановка сейчас. Да, то, что я и предполагала, в порту сейчас из-за такого шторма очень много мусора. К сожалению, экология здесь очень плохая в этом регионе. Ого, сколько в порту рыбы! Посмотрите, какой большой косяк рыбы приплыл. Интересно, что это за рыбка? Я, конечно, попытаюсь ее покормить, но не факт, что они что-то увидят из-за такого количества мусора. А такая крупненькая рыба плавает. Но несмотря на такую пасмурную и ветреную погоду, в порту гуляют люди. Видите, ветер настолько сильный, что по пути домой мы заметили упавшие деревья. Видно, прям вырвало с корнями. Ну а мне уже пора отправляться домой.
Вот мы с вами и посмотрели море в Греции, в Афинах во время шторма. Ну, конечно, я не рекомендую в такое время посещать Грецию, если хотите покупаться и открыть для себя пляжный сезон. Ну вот, вы и увидели, сколько смельчаков сейчас купается действительно в Греции на таких волнах. Напишите обязательно в комментариях, все буду читать. Рискнули бы вы также на этих волнах плавать? Интересно, как вам такой отдых по душе или нет в Греции? Надеюсь, видео было увлекательным, интересным, и вы для себя узнали нечто новое. На самом деле, какая Греция? Решать вам? Приедете вы сюда или такой отдых не для вас? Ну что, до следующего выпуска. Всем пока-пока!